В клинику обратился пациент с жалобами на отсутствие предметного зрения левого глаза. В анамнезе близорукость высокой степени, факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ. Предметное зрение утрачено около 8 месяцев назад. Первым этапом устанавливаем порты в 2 мм от лимбы. Установив порты, удаляем переднее отдело стекловидного тела. Видно, как в просвете зрачка визуализируются пузыри отслоенной сетчатки. Далее приступаем к проведению витроктомии. Сетчатка очень плохо расправляется, пузыри сетчатки спаяны, выраженные преретинальной мембраной. На режиме шейвинг удаляем пристеночные слои стекловидного тела. При введении ПФОС в витреальную полость сетчатка очень плохо расправляется. И после проведения ретинопунктуры и дренирования субретинальной жидкости сетчатка также полностью не расправилась. Было принято решение о проведении круговой ретинотомии. Данную процедуру выполняем на режиме повышенной инфузии, чтобы минимизировать риск развития кровотечения. После проведения ретинотомии и введения в витреальную полость ФОС видим, что сетчатка прилегла, и проводим ее лазер-коагуляцию по краю ретинотомии. Следующим этапом имплантируем интраокулярную линзу. На 9 и 3 часах делаем тоннельные разрезы. В переднюю камеру имплантируем моноблочную интраокулярную линзу. Через тоннельный разрез выводим оптический элемент наружу. У места перехода вертикальной части в горизонтальную оптического элемента накладываем узел и заводим оптический элемент в переднюю камеру. Ту же манипуляцию проделываем со вторым оптическим элементом. Далее через тоннельный разрез иглу об интерна вкалываем на расстоянии 2 мм от лимбы в склеру. Вколы иглы должны быть симметричные для стабильного положения интраокулярной линзы. У места выхода нити вкалываем в склеру иглу и интрасклерально и интракорниально проводим нить. Через парацентез выводим наружу и делаем при помощи каутера либо нагретого металлического инструмента фланцы для того, чтобы нить не проскочила. Полученные фланцы погружаем в парацентезы. Через воздух меняем ФОС на силикон 5700 Сентифтокс. При выписке острота зрения составила счет пальцев у лица. Спасибо всем за внимание.